Приветствую вас! Сегодняшний выпуск посвящен весьма деликатной теме. 5 девушек в этой студии ждут ребенка. 2 других же принципиально не хотят заводить детей. Посмотрим, получится ли у них ввести в заблуждение остальных. Свой-чужой. В комнате находится 7 человек. 5 из них действительно являются представителями одной группы, но 2 оставшихся не те, за кого себя выдают. В каждом туре участники отвечают на вопрос, связанный с их темой, после чего по принципу игры в мафию выгоняют того, кого большинство посчитало обманщиком. Привет, меня зовут Кристина. Я нахожусь на 26-й неделе, и мы ждем мальчика. Я Татьяна, и я на 23-й неделе беременности. Меня зовут Катя, и я на 6-й неделе беременности. Меня зовут Оля, и я на 27-й неделе беременности. Меня зовут Роксана, и я на 5-й неделе беременности. Меня зовут Нелли, и я на 20-й неделе беременности. Всем привет, меня зовут Аня, и у меня началась 26-я неделя беременности. Что изменилось в вашей жизни после того, как вы оказались в положении? Когда я узнала, что я беременна, в моей жизни изменилось все, начиная от физического состояния, заканчивая моральным. Меня мучил жуткий токсикоз до 16-й недели беременности. Я набрала вес, конечно же. Сейчас мне тяжело спать, давит на диафрагму. И эмоциональное состояние тоже нестабильное, так скажем. Я тоже часто плачу, как и Кристина. Я понимаю, вы плаксивая, да? Стали. Да вот токсикоза у меня не было и нет. Зато во время ходьбы у меня часто появляется тонус живота. Это когда идешь, гуляешь, а твой живот превращается в мячик, каменеет и начинает сильно болеть. Вот это меня сейчас беспокоит. Сместились приоритеты, стало намного медленнее, спокойней, перестала уделять внимание мелочам, которые раньше очень сильно волновали. То есть стало важнее свое самочувствие, состояние. Повысился аппетит. Пока вот все, наверное, изменения, которые сильно почувствовались. Я узнала о своей беременности только на 7-й неделе, и как раз с этого срока я начала чувствовать изменения в своем организме, потому что меня резко затошнило. 1,5 месяца эта тошнота продлилась, появилась сонливость. Сейчас проблема нечего надеть. Даже собираясь на съемку, я не знала, честно, что подбирать, и это было действительно проблемой. Стала просто очень плохо себя чувствовать. И на первых порах я подумала, что я заболела, и испугалась вообще в первую очередь, что это корона. Во-первых, я начала постоянно хотеть спать, меня буквально валило с ног. У меня стали очень отекать ноги, я люблю каблуки. Я до сих пор из последних сил стараюсь их носить, потому что я знаю, что позже придется от них отказаться. Жизнь проходит сейчас вот все эти недели как эмоциональные качели. Я за 2 дня до своего дня рождения узнала эту радостную новость. Вначале по состоянию здоровья у меня не было никаких признаков, кроме температуры. Я потом узнала, что, оказывается, у беременных может подниматься температура, потому что организм привыкает к новому вот этому явлению. У меня вообще не было токсикоза. Один из докторов даже сказал мне, что у меня очень хорошая печень, поэтому у меня нет токсикоза. Но у меня есть сонливость и слабость. Вот это, наверное, единственные признаки на данный момент. Я узнала о своей беременности очень неожиданно, потому что у меня есть старшая дочка, и я ее кормила, и, конечно, для нас было это прям вау, как это можно на грудном вскармливании сейчас забеременеть. Неудобно в том плане, что когда первый триместр это токсикоз, это сонливость, а старший ребенок тебя тянет за руку, потому что ей все равно в каком-то состоянии, ей надо поиграть. Слава богу, этот период позади, и сейчас уже осталась только вот эта вот отдышка старого деда, как я ее называю, когда много ходишь, много говоришь. А так, в принципе, все протекает. Фу-фу.
Всем привет! К этому выпуску мы добавили английские субтитры. И это не просто так. Во-первых, наш выпуск теперь сможет посмотреть больше людей. Во-вторых, кто-то из наших подписчиков сможет проверить свой уровень английского. А всем, кто хочет смотреть фильмы или видео на английском языке или начать изучать язык с нуля, могу посоветовать сервис Puzzle English. Это очень интересный ресурс для самостоятельного изучения английского языка. Для начала выбираешь, для чего тебе нужно изучать английский язык. Я, например, выбрал просмотр фильмов и сериалов в оригинале. Затем нужно выбрать время, которое ты готов тратить каждый день на изучение английского языка. Как только ты все это сделаешь, можно приступать к различным упражнениям. Например, аудиопазлы. Упражнения в аудиоформате, в которых нужно собирать услышанную фразу из пазликов. Видеопазлы. То же самое, только с видеоотрывками из фильмов и сериалов. А особенно мне понравилось упражнение для запоминания новых слов. По-моему, очень легкое упражнение. Для тех, у кого все слова загружены, может быть и легкое. Как только ты выполнишь программу на день, можешь быть свободен. При этом не обязательно все делать сразу. Время занятий можно подстроить под себя, занимаясь хоть 10 минут, хоть час. Всем подписчикам канала Куб Puzzle English дарит промокод, по которому можно купить подписку премиум всего за 5090 рублей вместо 15 тысяч. Это вам даст доступ на Puzzle English навсегда. Промокод активируется автоматически по ссылке в описании. Промокод можно использовать до 6 мая. Выдвините участниц, которые, по вашему мнению, не беременны. Подозрение на Екатерину. Потому что она как-то в целом и в общем какие-то описания дает по своему состоянию. А прости, какой у тебя срок? У меня 6 недель. 6 недель. Ну может быть поэтому. Может, я ошибаюсь. Мне кажется, что Анна сейчас не беременна, у нее накладной животик. Верю в то, что у Ани есть ребенок, но сейчас она нас обманывает. Думаю, что это Роксана, потому что высокий каблук, мне уже сложно одевать каблуки, и как-то очень, так скажем, нарядно для беременной девушки. Почему-то мне так показалось. Мне кажется, что это может быть, Екатерин, ты, потому что на 6-й неделе беременности трудность носить каблуки, немножко вот этот фактор у меня не сочетается. И что у тебя повышенный аппетит, а на 6-й неделе беременности меня на 7-й начало где-то поташнить, но у меня появилось отвращение, наоборот, от еды. И у всех по-разному. У всех по-разному, абсолютно. Индивидуально, просто пока вот только такое наблюдение. У меня наблюдение. дичайший просто аппетит. И да, все индивидуально, конечно. Мне кажется, что это Екатерина. И, если у тебя очень так мало симптомов на 6-й неделе, то по-доброму завидую, честно. Если ты себя так хорошо чувствуешь, это замечательно. Я согласна с девушками, которые голосуют, выдвигают кандидатуру Екатерины. Согласна с Ольгой по поводу маленького срока. 6 недель, даже живота особо нету, и он точно не мешает ходить, и можно и на каблуках. Я вот с тарзанки прыгала, и даже не знала, что я беременна в этот момент. Поэтому я голосую против Екатерины. Я за Роксану. Время голосования. Екатерина. Роксана. Анна. Екатерина. Большинство против вас. Я на самом деле не беременна. Девочки вычислили меня. В принципе, я понимаю, почему. Потому что мне очень сложно предположить, что они чувствуют. Мало того, что у меня нет детей, я их и не планирую в ближайшее время. Совместное обоюдное решение с моим молодым человеком. Так что, девочки, молодцы. Удачи вам в дальнейшем. Спасибо. И тебе спасибо. Спасибо. Что изменилось в ваших отношениях с мужем или партнером?
Ой, мы стали более сентиментальными, что я, что мой муж. И интересно, что я как-то еще, мне непривычно обращаться к малышу. Вот мне кажется, еще немножко, пару месяцев подрастет, тогда еще я его на 3-м УЗИ увижу, тогда уже буду обращаться. А муж уже вовсю: привет, малыш, как там? И очень приятно видеть, что мужчина может быть таким нежным, трогательным и сентиментальным. Изменения в моем муже прошли в лучшую сторону. Он меня начал готовить, потому что вот как раз-таки, когда у меня был токсикоз, он длился 1,5 месяца, я и есть ничего не хотела, но и приготовить ему тоже ничего не могла, по крайней мере для себя. Он точно готовил, и что-то, какую-то там пюрешечку он мне тоже мог сделать. И очень приятно его трепетное отношение ко мне, к животику. Мы прочитали, что ребенок уже понимает, когда светло, когда темно. И когда мы просыпаемся, по утрам я одеяло так: «Доброе утро», говорю, у нас девочка. И действительно в этот момент малышка просыпается и начинает пинаться. И вот супруг тоже пытается поймать эти волшебные моменты. Но это не всегда, к сожалению, удается. Мы планировали с гражданским мужем беременность только года через 2. Мы хотели купить свой дом, чтобы съехать со съемной квартиры, чтобы у ребенка было место, чтобы можно было завести собаку. Такая американская красивая мечта. И сейчас он понял, что у него нет этих 2 лет, что вот прямо сейчас у него 9 месяцев, и ты должен построить дом, посадить дерево, завести собаку. Он стал больше работать, он стал больше заботиться обо мне, потому что я на самом деле трудоголик. Мне кажется, из нас двоих он мамочка больше, честно. Периодически, когда мы слушаем какую-то музыку или фильмы, мы останавливаем друг друга на том моменте, что это все слышит сейчас малыш. У нас стали более трепетные чувственные отношения, более глобальные взгляды на жизнь, в плане подготовки каких-то глобальных проектов, в плане то, о чем ты говоришь, дома, обустройство, коляски и так далее. Муж, конечно же, очень переживает, заботится, за рулем не езди, отдыхай, если нужно, не нужно готовить, давай закажем. В этом плане, конечно, легко. Но все-таки в прошлую беременность он был более заботливый. Сейчас уже мы через это все проходим. И, честно говоря, сейчас уже не замечаешь. То есть так, узнал, что беременна. Уже 3-й триместр. И когда это все успелось, непонятно. То есть уже чуть-чуть и уже рожать. Вот я прекрасно Анну понимаю, потому что у нас тоже 2-я беременность, у нас девочке 3 годика, и поэтому время летит вот так вот, УЗИ и так далее. Муж мне помогает, в принципе, в быту, но он мне и так всегда помогает. Терпит все мои капризы, эмоции и так далее, спасибо ему за это. И помогает очень сильно с дочкой, очень сильно помогает. Кто из участниц вызвал у вас подозрение? Знаете, когда рядом сидит человек, на него обращаешь внимание в последнюю очередь, а вот сейчас присматриваюсь к вам, Кристина, и подозрение у меня на вас. Неубедительный был рассказ. Честно, вот по этому кругу мне не удалось определить, кто здесь врет. Мне кажется почему-то, что Нелли. Мне не хватило, может быть, каких-то деталей истории. И вот выдвигаю Нелли. В общем, у меня после круга рассказов точно номинирована Роксана. Объясню почему. Потому что рассказ о том, как муж начал зарабатывать больше, построил дом, что там еще было в этой американской мечте, этот мужчина просто сделал невозможное. Просто план 5-летки. И это настолько звучит неправдоподобно, и настолько, я не знаю, девочки, если вы в это поверите, то это просто то, что мы на сказках выросли. Вот меня засмущала в этом круге Нелли. Не могу объяснить, почему, просто чувствую. Я, Татьяна, не из-за того, что ты против меня проголосовала, хочу выдвинуть твою кандидатуру, а потому что просто интуиция как-то так работает. Мне кажется, у тебя накладной животик. Татьяна. Время голосования. Кристина.
Татьяна. Роксана. Нелли. Голоса разделились между Роксаной и Нелли. Участницы могут задать им дополнительные вопросы. А то, что ты мне вот сказал вот до этого, почему ты меня номинировала? Как муж за 1,5 эти недели, да, мог это все сделать? Я не сказала, что он это все сделал. Я сказала, что это то, что он посчитал приоритетом и начал двигаться. Эти ответы, да, требуют конкретики. Девочки, был ли у вас уже первый скрининг? Если был, то вы должны знать, что на нем происходит. Кроме УЗИ, вы должны были делать еще кое-какой анализ. Что это было? Я не делала даже УЗИ. А на каком вы сроке? 5-я неделя. На 3-м делают уже первый скрининг. Я не делала скрининг. А вы? Я делала, у меня 20-я неделя, я делала скрининг. Какой? Обычный, не тот, который генетический, тот, который самый простой. И плюс мне делали, кровь, вот эту всю биохимию, УЗИ. На 20-й неделе какой по счету скрининг? Нет, мне делали не на 20-й, мне делали на 18-й где-то первый скрининг. На 18 первый скрининг. Насколько я помню, первый скрининг 12-14 недели, там действительно, да, генетику проверяют, берут кровь и делают УЗИ. Она сказала, что первый 18 недель, а 18 уже второй делают. Приступим к повторному голосованию. Роксана. Нелли. Нелли, большинство против вас. Я беременна. Вы ошиблись. Удачной беременности и родов. Спасибо. Пользуетесь ли вы поддержкой государства и как потратите материнский капитал? Если есть какой-то еще вариант, я не знаю, если честно, но либо ты вкладываешься в ипотеку, либо ждешь, когда ребенок вырастет, и вкладываешься в его обучение. Мы с мужем, скорее всего, вложимся в ипотеку. Я работаю как самозанятый, блогером, самозанятым не положено до родов. Соответственно, когда я рожу ребеночка первого, мне там положено сколько? 400 с чем-то тысяч, я еще не углублялась в эту тему. Мы тоже смотрели и решили, что как раз-таки в ипотеку и вложим, потому что теперь это то, что нужно сделать в первую очередь, это обеспечить себя и ребенка жильем. Куда бы израсходовала материнский капитал, честно говоря, не думали об этом, потому что на первого ребенка нам не выдавали, и вот сейчас только планируется. Наверное, тоже это будет вариант расширения жилья в дальнейшем, ипотека, либо я слышала, что вроде как планируется ввести трату на земельные участки. Вот это было бы очень актуально. Вот. А в принципе, есть какие-то выплаты. Я не самозанятая, я официально ушла в декрет из школы, я учительница по образованию. Вот. Соответственно, в принципе, хватает. Не могу сказать, что на это можно прожить целый месяц без посторонней помощи, но есть для этого мужья, которые работают, а наша задача уже сидеть дома с детьми в этом плане. Я официально работаю, соответственно, и муж мой работает, поэтому я получу и единовременные выплаты, когда пойду в декрет, и по рождению ребенка тоже получу. И, соответственно, каждый месяц тоже буду получать от своей компании выплаты. Куда мы потратим материнский капитал? Скорее всего, в обучение. Девочки, а я уже получаю помощь от государства по 600 рублей в месяц. Я считаю, что... почему? Деньги лишними не бывают. Это, кстати, программа такая в Москве и в Подмосковье. «Мамам на молоко» называется. Что пока ты беременна, ты получаешь по 600 рублей в месяц. Потом, когда ты становишься кормящей мамой, то ли 1000, то ли 600 ты продолжаешь. И твой ребенок, пока кормится грудью, тоже будет еще дополнительно получать по 1000. Поэтому мотайте на ус. Денежки всем нужны. Время выдвигать кандидаток. Я думаю, что это Роксана 100%. Панель сбилась я изначально, но думала, что Роксана. Я думаю, что здесь есть кто-то с накладным животиком. Мне почему-то кажется, Анна, что это ты, прости. Вот у меня такое ощущение, знаешь, к 3-му кругу. Я вернусь к первоначальному своему варианту. Меня действительно сбил скрининг Нелли. Вот, поэтому я, пожалуй, вернусь к варианту Роксаны. Я тоже думаю, что кто-то с накладным животиком. Либо Татьяна, либо Анна. Анна.
Давайте уберем сейчас Роксану, девчонки. Я думаю, что мы ошибемся. И потом, я уверена в Ольге, что она тоже беременна, как и я. Мы убедим еще Анну проголосовать против Кристины. И, наконец-то, мы победим. Отличный план, Татьяна. Роксана. Анна. Роксана, покажите вашу карту. Я действительно не беременна. Я люблю детей. Мне действительно приятно с ними общаться, но для себя я выбираю другой путь. Я хочу строить карьеру, менять этот мир к лучшему и оставить после себя какой-то действительно важный след помимо ребенка. Твой выбор. Мой выбор. Спасибо за игру, Роксана. А теперь снова приглашаем Нелли, чтобы всем вместе ответить на следующий вопрос. Что для вас значит быть матерью? Ну, для меня быть матерью я пока еще не стала, но в будущем я вижу это как позволить новой душе, новому существу, новому человеку в этом мире прочувствовать красоту и кайф этой вселенной. Мне кажется, что быть матерью – это в первую очередь быть ответственной за то, что ты делаешь, потому что ребенок проецирует абсолютно все действия, все слова, которые делают родители. Поэтому это такой хороший толчок для того, чтобы изменить себя в лучшую сторону. Материнство – это безумное счастье, и это мое продолжение в моих детях. Мама – это не посудомойка и не уборщица, а это классный друг, который помогает маленькому новому человеку наслаждаться жизнью. Девчонки так хорошо сказали, просто хочется все это вместе объединить и сказать, что это действительно счастье, долгожданное и в какой-то степени волшебство. Мы желаем здоровья вам и вашим будущим детям. Спасибо за участие в нашем формате.